Почти на всех кулинарных каналах есть рецепт хачапури по-аджарски. И у всех разные рецепты. Как бы единого нет, и тесто у всех разное, и начинка у всех разная. Но я решил не отставать и поделюсь своим рецептом. Но в моем видео я сделаю самый главный акцент на технологии приготовления. И тогда у вас хачапури получатся идеальные, с любым тестом, с любой начинкой. И форма будет, как я уже сказал, идеальная. Справится даже начинающий кулинар. Готовим! Начинаем с приготовления теста. В глубокую чашу наливаем теплую воду, примерно 36-40 градусов. Добавляем быстрые дрожжи, соль, сахар. Перемешиваем и сразу просеиваем пшеничную муку высшего сорта. Я замешиваю руками. Не хотите пачкать руки? Замешивайте в кухонном комбайне. Тесто вымешивается довольно-таки быстро, на это уходит около 5 минут. Как только оно собралось в комок и на краях чаши не осталось муки, тогда припыляем стол муку и перекладываем на него тесто, еще немного вымешиваем и подкатываем в шар. Тесто слегка липнет к рукам, это нормально. Делим тесто на 4 части. У нас получится 4 хачапури. Каждый кусочек получается 200 грамм. Каждый кусочек подкатываем в шар и перекладываем на какое-нибудь блюдо, припыленное мукой. Накрываем заготовки для хачапури влажным полотенцем. То есть полотенце намочили, хорошенько его отжали и тогда накрывайте. Теперь убираем тесто в холодильник на полчаса. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Для этого я сыр сулугуни натираю на крупной терке. Его нужно обязательно попробовать на вкус. Сулугуни бывает разной солености и разной влажности. Поэтому, если у вас сулугуни сильно соленый, замените половину сулугуни сыром моцарелла или качественным творогом. Средней солености я бы заменил где-то 30% сыром моцарелла или творогом. У меня же сегодня сулугуни почти не соленый, поэтому я в сулугуни добавляю немного соли. И так как у меня сулугуни очень сухой, я добавляю 1 яйцо и примерно 1 столовую ложку простой холодной воды. И теперь перемешиваю. При сжатии сулугуни должен примерно держать такую форму. А вот если у вас сулугуни сильно влажный, тогда добавьте примерно половинку, может 1 столовую ложку муки. И также перемешивайте. Вроде с начинкой разобрались. Тем временем прошло полчаса. Достаем из холодильника тесто, вот оно поднялось. Берем 1 шарик, остальное убираем в сторону. Стол присыпаем мукой и начинаем уже собирать хачапури. Для этого теста раскатываем скалкой в овал. Тесто хорошее и очень послушное. Теперь нужно добавить начинку. Чтобы хачапури получились вкусными и настоящими грузинскими хачапури, нужно брать столько начинки, столько же, сколько у вас весит тесто. Например, у меня на 1 хачапури тесто 200 грамм, значит и начинки берем 200 грамм. И распределяем по тесту. И вот теперь я вам покажу, как делать хачапури очень просто, и оно получится даже у самых начинающих. Смотрите, слепляем пирожок. Надеюсь, пирожки лепить умеют все. Прижимаем сверху, делаем ушки и перекладываем на противень швом вниз. Теперь берем острый нож, разрезаем посередине и вот так, прижимая начинку, раздвигаем в стороны. Тогда у нас и по краям будет сыр. Сыр будет везде. Видите, это ж очень и очень просто. Отправляем подготовленные лодочки в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз и выпекаем в течение 15 минут. Через 15 минут открываем духовку, смазываем тесто сливочным маслом. По желанию добавляем сливочное масло по маленькому кусочку на начинку. Отделяем желток от белка. Белки можно будет использовать в каком-нибудь другом рецепте. А желтки у нас идут в хачапури. Выкладываем в центр. Делаем вот так углубление и выкладываем. Отправляем обратно в духовку ровно на 2 минуты. И вуаля! Наши хачапури готовы. Перекладываем на тарелку. Можно на квадратную, это удобнее, кстати. Можно на круглую.
Ну и теперь осталось только попробовать. Запах сумасшедший. Как же приятно макать кусочек теста в эту прекрасную начинку, которая источает такой великолепный аромат. Пробуем. Безусловно, это очень и очень вкусно. Готовится, как вы видели, очень и очень просто. Так что готовьте, радуйте своих родных и близких, приятного вам аппетита и до новых вкусных рецептов. Прощаюсь с вами. Пока.